Вот и моя мадемуазель, которая думает, что поймала большую рыбу, а рыбка не очень большая. Привет! Привет! Как дела? Ты такая вся красивая, слушай. Блестящая. Ты такая машина. Это моя машина, да. А что, в каршеринге нет таких машин? Нравится? Угу, слушай, супер. Да? Слушай, это дерево натуральное? Да. Это натуральное дерево. Классно. Ну да, неплохо. Я тоже так считаю. Она этого года новая вообще, новая модель. С таких машин вообще 1,5 в городе, особенно с таким цветом. Очень горжусь этим. Ну ты даже красивее, чем на сайте знакомств. Что, серьезно? Ты знаешь, я на фотографиях реально, у меня нет фотографий, которые похожи на мою внешность. Я в жизни выгляжу совершенно по-другому. Не знаю я, что делать. Может, мне профессиональную фотосессию нанять, сделать себе какую-то. Ну, чего? Слушай, ну да, с татуировкой, но она тут вот вообще такой Чего? накачанный. Накачанный, да. Татуировка нравится? Очень красивая. Слушай, наверное, дорогая. Ну, не дешевая. И долго сидеть, знаешь, надо. И много Больно, платить да? надо. Знаешь, как меня спрашивают, что можешь сказать по поводу татуировки? Я говорю, больно, долго, дорого. Ну, это правда. Ой. Если делать нормального мастера. Слушай, наверное, в спортзале долго занимаешься, да? Прям, у тебя прям накачанная, наверное, 15 целыми лет. днями, да? 15 лет и хожу почти каждый день, через день точно. Ну, выглядишь прям очень молодо. А у меня очень хороший Вообще. спортзал просто. Такой парень, Да? красавчик. Ну. Да. И... Слушай, Да. а Чего? машина такая, это, наверное, доход у тебя большой? Ну, не маленький. Не маленький. Ну, спасибо, что поинтересовалась. Ой, что-то жарко. А, жарко? Слушай, как у тебя тут жарко, да. Еще на улице такая жара просто. Ну, положи сюда, можешь сюда положить пока. Спасибо. Угу. Давай, аккуратненько ухаживаю за тобой. У тебя платье тоже очень красивое. Мне прям нравится. Ты прям такая вся летняя. Тепло сегодня в Питере, да? Да, жарко, точно. Я Ну, вот- уже 1,5 месяца же такая жара, если не больше. Слушай, ну было же чуть попроще, а я с пляжа, видишь, смотри, у меня ножки сгорели даже. А где загорал? Небось, в Зеленогорске, на курорте? Курортный район? Да, а как ты догадалась? Ну, знаю я все места. Ну, я там тоже Да? как-то была, да. В 5-звездочном отеле, между прочим, на берегу Ничего Финского себе. залива. Ну, неплохо. Ну, то есть знаешь, как там можно отдохнуть. Там этот еще ресторан такой Какой? недалеко, Шелест, по-моему, называется. Ну, может быть. Я был в другом немного ресторане, ну, тоже неплохо провели время там. Ну, там на веранде вообще шикарно. Да. Именно летом. Летом там очень красиво. Главное, чтобы были возможности, верно? Конечно. Если будут возможности, то найти, где эти возможности реализовать, не так-то сложно, правда? Да, я вообще люблю такие вот люксовые номера, люксовые отели. И Слушай, хорошо, а скажи, пожалуйста, я просто в этом районе не часто бываю, а куда мы можем сходить-то вообще? Куда ты вообще хочешь да, пойти, кстати. скажи мне? Кино, театр? Не, ну мало ли, есть. всякое будет. Очень Поесть хочешь? Да, какой-нибудь ресторан. Какой-нибудь ресторан? Ну, расскажи, какие у вас тут, кроме Макдональдса, есть рестораны? Я просто не ориентируюсь, что есть. Ну, все рестораны, в принципе, только на Невском. Вот, Мадагаскар М-м. какой-нибудь, 100 мили. М-м. Ничего себе. Ну, можно Слушай, здесь... нет, как скажешь, что, нет проблем. Знаешь, что, это самое, у меня просьба к тебе будет. Сейчас мы поедем, да? Вот, просьба будет такая. Я там подистратился, пока к тебе ехал. Мне должны деньги перевести на карточку чуть попозже. Ты за ресторан сможешь заплатить? Ну, там 5-7, сколько поедим, а я тебе отдам потом вечером. Ну, просто у меня ни налика нет, ни безнала, мне должны перевести. Ну, хорошо. Да? Ну, нормально же? Ну, ладно. А пристегнешься? Да, конечно. Поедем? Угу. Ну что, мы тогда на Невский едем? Да, мы на Невский едем, да. Сейчас только знаешь, что это? Тут история такая, у меня бензин подзакончился. Вот, мы заедем сейчас на заправку. Дашь мне 2000 рублей? Я тебе, так же переведу потом, хорошо? Ну ладно, хорошо. Да, мне 2000 хватит. Вот, у вас тут заправка, я видел, есть Shell. Сейчас мы заедем и да, заправимся. далеко есть какая-то. Да. Ну, Shell, кстати, да, нормальный такой бензин. Угу. Так, что, деньги дашь? Да. Точно, я же совсем... Так, интересно, условия. 2000 есть? Отлично. Сейчас заправимся, короче. Дай ручку. Ты моя прелесть.
Спасибо тебе. Да нет, за что. Мгм. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. 95, где булочки, заправщики. Так, сейчас Я я тебя возьму. жду. Да, ты здесь сидишь, жди. Здрасте. Целый 95-й обычный, будьте добры. Так. Так, все, деньги твои взял, иду заправляться. Всегда заполняется, остальные все. Ой. Алло, привет, Наташ. Да, я на свидании сейчас с парнем. Ну, шикарно у него, шикарная тачка. Ой, такой накачанный. Просто мечта. Реально красивее выглядит, чем на сайте знакомств. Голубоглазый, накачанный, все как я люблю. Очень красиво. Да, конечно, дорогая. Да, слушай, хорошо зарабатывает. Хорошо, очень хорошо. Мы сейчас едем еще в элитный ресторан. Что сегодня будет, тебе завтра расскажу. Просто мы сейчас на заправочке, он сейчас может зайти в любой момент. Ладно, давай, целую. Сипая колоночка оплачена. Слушай, отлично, прямо вот четко на 1963 рубля заправился. Просто. Ой, Прям молодец. целый бак. Теперь мы с тобой можем кататься везде, где Ура! хотим. Ура, ура! Да. Ну да. вот, видишь, как здорово. Знаешь что? Так, еще такой момент есть. Пока магазины не закрылись, 8 часов только. Давай, может, заедем, мне рубашку купим. Ну просто стрёмно, мы с тобой в нормальный ресторан пойдем, а у меня Давай. майка какая-то на мне одета. Ну, понимаешь, да? Ну, как-то это самое неприлично, мне кажется, будет. Ну, не знаю, так все видно, зато красиво. Не, ну, ну, представляешь, в майке в ресторан. Татуировка, да, конечно. Нет, так в майке, но это просто не принято. Ну, Да. как бы в майке, в ресторан, без рубашки. Так нет, ладно-то ладно, но мне денег надо будет дать. Ну, я же тебе сказал, у меня пока без денег, то есть ты в ресторане заплатишь, и вот сейчас я тебе за бензин должен в рестике, и сейчас надо рубашку мне купить. Ты же вроде бизнесмен. У тебя Нет, что, нет ну, денег? так нет, я же тебе сказал, мне переведут деньги. Деньги-то есть, просто их нету сейчас. Сейчас их просто нету. А когда будут? Вечером. Мгм. Так что ты говорил там про бизнес-то? Чем, в какой сфере занимаешься, работаешь? Слушай, ну, у меня очень благородная сфера. Я делаю людей счастливыми. Что это за работа такая? Профессия. Как Профессия называется? выглядеть достойно рядом с достойной женщиной. И надо быть красиво выглядеть мужчине? При Да. этом? Ну ты же хочешь, чтобы рядом с тобой был достойный мужчина в красивой рубашке, правильно? Хорошо Да. пах, хорошо выглядел, да? Тело было хорошее, накачанное, правильно? Правильно. Ну, вот у меня такая работа. Выглядеть хорошо рядом с достойной женщиной. Прям какая-то, не знаю, говоришь какими-то загадками. Ну почему, Красиво выглядеть. ну почему загадками? Ты хочешь, чтобы я хорошо выглядел? Ну, Хочу. тебе хотелось бы, чтобы мужчина Конечно. рядом с тобой хорошо выглядел? Конечно. Хорошо.
Ну, ты понимаешь, что это стоит определенных усилий и затрат? Ну, конечно, стоит. Ну, так То вот. есть сейчас все за деньги. Сейчас только Так я тебе про сейчас это. кругом деньги. Так я тебе про это и говорю, что да, сейчас везде это самое, нужны деньги. Так вот, ты хочешь, чтобы у тебя выглядел рядом с тобой достойный мужчина? Соответственно, нужно ему помогать. И с чем мне помочь? А ты уже помогаешь. Это Ты же, как? ну, ты же дала мне деньги на бензин, в ресторан сейчас меня поведешь. смысле, я тебя в ресторан Рубашку поведу? мне сейчас купишь. Ну, Ты да. серьезно? Ну да. Ну а как? Ну ты же хочешь, чтобы рядом с тобой был достойный мужчина, правильно? Что-то Вот. как-то это все странно. Я же достойный, да, ты говоришь, я достойный, ну так в это все же надо вкладывать деньги, понимаешь? Ну, вот, если ты хочешь, чтобы я рядом с тобой был, а что? Так а что, какие-то у тебя проблемы? Ну, как бы да. Ну, Я какие? думала, все будет иначе. Как иначе? Не я буду платить, а тут что-то я зашла к тебе. А в кто будет? тачку. Я буду платить? Ты такой себя бизнесмен. А тут, получается, я тебе еще должна... Ты что, Альфонс, что ли? Не, ну подожди, зачем такими словами говоришь? Я просто мужчина, который требует определенных вложений для того, чтобы он ездил на такой машине, вот так вот выглядел и вот так себя чувствовал. А что? Все понятно, бля. Блядь, вот я дура, блядь. Ну почему? Ой. Капец, как я могла вообще на это повестись? Так Дура, а что, блин. ничего такого нет на самом деле. Ну ты же хочешь, если хочешь достойного мужчину рядом с собой, тебе нужно, соответственно, каким-то образом за это платить. Слушай, а давай мои бабки. Какие бабки? Мало того, что я с тобой Какие тут время, бабки? блин, потратила. Какие? А, за бензин-то который? Да. Я же тебе сказал, у меня сейчас нету денег. Хочешь, и мы можем поехать к тебе, и я тебе натурой отдам. Чего? Мало Натурой того, что отдам. ты мои бабки забрал, еще и хочешь со мной переспать, что ли, вот так на халяву? Ну, это не на халяву, я же должен расплатиться с тобой. Не-не-не, давай, все. Ну давай, что, да подожди, давай. Слушай, да отстань ты вообще, что ли, дебил, блин? Да, Урод, чё? блядь. Давай хоть тот самый, Да пошёл ты нахер. номер карты я тебе потом Не как-нибудь надо, скину. все, до свидания. Да. Разводи дальше каких-нибудь лохушек, Ну не хорошо. меня. Давай, пока. Господа и дамы, все это может работать не только в одну сторону. А как вы хотели, женщины? Вы хотите, чтобы рядом с вами был шикарный, от слова шикарный мужчина и ни хера не платить за это? А как так-то? Вы хотите, что хотите, переспать с таким мужчиной и женить его на себе и все бесплатно? Нетушки, нетушки. Хотите, чтобы не было сексизма, вы хотите равноправия, вы боретесь за свои права, вы феминистки через одну. Блять, ну платите. Ну а как? Вы хотите, чтобы к вам подъехал, как я уже сказал, хорошо пахнущий на шикарной тачке. Понимаете? Но все происходит совсем по-другому, когда вы сами хотите зацепить путевого, богатого, внятного и охеренного принца. И о боже! Как прекрасно, когда это не всегда происходит. В общем, делайте выводы, мужики. Вот вам лайфхак. Если видите, что тетенька, а я уже по анкете знал, что она будет, ну и по переписке уже понятно, что ей нужен человек, который оплатит ей все, включая похороны, путешествия, полет в космос, блядь, и чего только не оплатит. И вот в такие моменты я, конечно, просто на очень высоком, сука, подъеме. На самом деле, если сокращать немножко наступательные движения, ну а по чуть-чуть, да, так через день на бензин, еще через день на рубашечку, еще через день на ресторанчик, то, в принципе, можно жить, я вам могу сказать, можно жить. Но не злоупотребляйте, а то можете остаться без яиц. Пишите, кто, может быть, так зарабатывал в свои годы, или, может, у кого-то друзья работают такими моментами с богатенькими взрослыми женщинами. Пишите, очень интересно, много ли нас таких, а я поеду дальше к какой-нибудь старушке, возможно, она оставит мне свое наследство. Пишите.